В данном уроке создание презентаций или красивое оформление в Lumion, но обо всем поподробнее. Всем привет, с вами Джоник X. Перед нами главное окно программы. Выберем один из предложенных полигонов или, как в моем случае, зайдем в подготовленный. Справа кнопка видео, в новом окне запись. Кликаем на фотоаппарат «Получить фото», перемещаем или не перемещаем камеру и кликаем еще раз. Повторим шаги сколько нужно. Получилось видео длительностью... Неважно какой длительности это видео, главное как оно будет оформлено. Слева вкладка FX «Добавить эффект». В предыдущих версиях вкладка «Новый эффект». Категория «Различный» или «Стиль». Название. Слева от кадра появилась строка с инструментом. Среди разделов есть «Старт с» в процентах, когда начинает показываться название, продолжительность в секундах, сколько длится, продолжительность входа-выхода, секунды, процесс появления и пропадания заставки. Здесь заметно при работе с анимированным названием, размер текста и размер логотипа. Кроме того, есть место для ввода текста и кнопка «Редактировать». Для начала введем текст. Проект X, банально. Этот текст появляется на экране. Если двигать временную полосу, можно заметить, когда надпись пропадает. Сделаем так, чтобы название ролика появилось в начале видео и длилось 3 секунды. Старт с оставляем 0%. В продолжительности выставляем 3 секунды. Продолжительность входа-выхода 0 секунд. Небольшая корректировка текста. Кстати, здесь есть ключевые кадры. Заманчиво. Жмем на «Создайте ключевой кадр» и выставляем размер названия. Идеально. Однако не хватает логотипа, бренд, реклама и все такое. Кнопка «Редактировать». Здесь представлены два раздела – логотип и стиль. С логотипом все просто. Жмем на картинку, точнее на шахматную доску. В новом окне выбираем картинку. Теперь под картинкой появились варианты расположения этой картинки относительно текста. Для примера представлю два варианта. Размер логотипа можно также менять, однако вернемся к стилям. Сверху представлены варианты визуализации заставки. Ниже анимация заставки, расположение заставки на экране и стили шрифтов. При выделении некоторых вариантов визуализации ниже может появиться палитра цветов, на вкус и цвет, как говорится. Ранее уже приходилось вставлять заставку в видео. Создадим вводную заставку поинтереснее. Среди стилей интересным смотрится прозрачный бокс. Разместим его. В начале ролика длится 3 секунды, но итог сырой, недоработанный. Первое исправление. Увеличение времени на вход заставки. При первом просмотре вход слишком резкий. Корректируем продолжительность входа-выхода. Для начала выставим 1 секунду, так как иногда ее бывает достаточно для плавного появления заставки. Смотрим. Пока резко. Меняем на 2 секунды. Смотрим. Уже перебор, поэтому меняем на 1,5 секунды. Далее шрифт названия. Доступно 12 стилей, из которых почти ни один не работает с русским алфавитом. Меняет кириллицу на символы. Поэтому лучше проверить шрифты на латинице. Интересно выделяется перманентный маркер. Подкорректируем его размер.
Отлично. Следующий шаг – логотип. Корректируем размер и добавляем анимацию исчезновения после скрытия текста. С использованием ключевых кадров, конечно. Как результат, вот такое вступление в презентации. Если ставка делается на 3D графике, тогда сторонние программы здесь будут излишни. А на этом все. Понравилось видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание и до скорых встреч!